Приветствую всех, кого влекут руны, и я продолжаю свой рассказ о рунах. Но прежде чем мы с вами двинемся дальше, я должен кое-что вам уточнить. Я даю вам информацию о рунах, о каждой руне в отдельности, либо о всей рунной системе в целом. То, что вы слышите сегодня о рунах, я буду дополнять еще неоднократно. Как в целом о всей системе, так и о каждой руне в отдельности. Я имею в виду то, что не воспринимайте мою сегодняшнюю информацию как конечный итог, вывод мною сказанным. В любую из рун, о которых я вам уже рассказал, я буду вкладывать еще информацию, тем самым расширять ваше видение и понимание всей рунной системы и каждой руны в отдельности. Чтобы сегодня впустить в себя информацию о рунах, нужно перебороть в себе массу логических доводов, тех, которых мы имеем в процессе нашего роста в том мире, в котором мы живем сегодня. В своей жизни вы уже успели обучиться многому. Давайте я вам наведу элементарный пример с велосипедом. Все мы знаем такой вид транспорта, как велосипед. Обучившись на нем ездить, мы можем значительно превысить скорость нашего передвижения. Помимо этого, от езды на велосипеде мы получаем удовольствие, особенно когда мы дети. Есть также еще один вид транспорта, очень похожий на велосипед, но только без педалей. Это мотоцикл. На нем уже умеют ездить намного меньше людей, чем те, которые умеют ездить на велосипеде. Основное отличие мотоцикла от велосипеда в том, что не нужно крутить педали, и он едет намного быстрее. То есть, когда вы умеете ездить на велосипеде, скорость движения зависит именно от ваших ног. Получается тот факт, что на велосипеде умеют ездить намного больше людей, чем на мотоцикле. Но хотя основное отличие езды велосипеда от мотоцикла заключается в том, что на велосипеде мы крутим педали ногами, а на мотоцикле мы проворачиваем ручку газа. Неужели провернуть ручку газа требует таких усилий в обучении, и это настолько сложнее, чем крутить педали на велосипеде? А теперь третий вид транспорта, который вы также все знаете, и это лошадь. По своей сути очень похожа на мотоцикл и на велосипед. Мы также сидим верхом как на велосипеде, так и на мотоцикле, но только на лошади мы не крутим педали и не проворачиваем ручку газа. Чтобы поехать на лошади, нужно почувствовать саму лошадь. Вы не можете ездить на лошади, как на обычной механической вещи. Если что-то лошади не понравится, и вы будете делать что-то не так, она вас просто скинет. По той простой причине, что этот вид транспорта отличается от двух предыдущих тем, что он живой, и его нужно чувствовать. Вот ровно так же и руны. Чтобы обучиться рунам и почувствовать их, нужно отнестись к ним не как к обычному виду обучения чего-либо, а как к живому. Без уважения к рунам, брезгла, как попало, будет как будет, вы ничему не научитесь. А теперь давайте вернемся к информации и почему я не могу выложить вам любое знание о рунах в целом или о каждой руне в отдельности сразу все как есть на самом деле. Для этого мне снова нужно вам навести пример, и, наверное, каждый уже в своей жизни этот пример прочувствовал на себе. Бывают такие моменты, когда маленький ребенок подходит к взрослому и спрашивает, откуда берутся дети. Скажите, взрослый имеет право в тот момент, отвечая ребенку, назвать все своими именами и рассказать все подробности, откуда берутся дети. Только представьте себе, что мама рассказывает своей 5-летней дочке, как все происходило в подробностях.
что у нее было с папкой, как все 9 месяцев рос животик, на эмоциональном уровне передаст все те чувства, которые она пережила во время родов, и о всех нюансах, связанных с рождением ребенка. Ни одна мать себе этого не позволит сделать. Она обязательно даст ответ своему ребенку. И этот ответ удовлетворит ребенка, потому что в ответе будет заложена суть вопроса. И когда мать будет давать ответ на этот вопрос, она все заменит теми словами, которые можно использовать в тот момент для маленького ребенка. И любой взрослый человек понимает, что придет время, и этот ребенок сам узнает ответ на этот вопрос. Именно тот ответ, который будет нести в себе глубину всего того смысла, который заложен в вопросе этого ребенка. На все есть свое время. Поэтому и я сегодня вам рассказываю информацию о рунах. Постепенно, последовательно. Не только в очередности рун, но и всю информацию о каждой руне в отдельности я тоже даю в каком-то смысле частями. Есть рунная система, целая рунная система. Есть последовательность рун. У каждой руны есть свое развитие. Если я в первой руне выложу всю ее суть, я тем самым должен буду рассказать о всей сути, всей рунной системе в целом сразу. И рассказывая всего лишь об одной руне, я расскажу вам целиком обо всем. И получив эти знания, вы будете знать общую информацию о всей рунной системе и зная всего лишь суть одной руны, не зная всех последующих 23 рун. Это приведет к тому, что последующие 23 руны вы не будете воспринимать так, как воспримете ту первую, в которую будет вложена вся суть информации рунной системы. Это нарушит всю суть передачи информации, которую я хочу вам передать. Поэтому, когда вы сегодня слушаете мои рассказы, мои интерпретации рун, движение рун по схеме, образование рун в рунной системе, старайтесь запоминать это все и создавать себе картину. Но не ставьте точки ни под одним моим высказыванием. Это не вывод и это не заключение. Этому будет еще процесс продолжения и развития сути раскрытия каждой руны. Я очень часто буду возвращаться к рунам, которые говорил вам ранее, потому что вся рунная система в своем смысле переплетена. Как аргумент, как доказательство, я вам рассказал уже про 6 рун. Рунную схему вы видели все неоднократно. Я вам ни разу не говорил о том, что нет в рунной системе пары рун, то есть 2 рун, которые, если вы начертите на рунной схеме, не будут соприкасаться друг с другом хотя бы какой-то одной своей частью. В рунной системе нет рун, которые между собой не соприкасаются. Любую руну, которую вы нарисуете, и после нее нарисуете вторую руну в рунной схеме, они в любом случае какой-то из своих частей они соприкоснутся. Потому что вся рунная система описывает процессы единого, целого. Еще более тонкое углубление того, что я вам сейчас хочу передать, мы неоднократно говорили с вами о второй руне. Руне Урус. Я много раз говорил, как она образовывается, что куда идет, что обозначает та, вторая, третья линия. А сегодня, именно сейчас, я вам хочу сказать только про вот эту маленькую, короткую, вертикальную линию, которая находится во времени, то, что происходит. Понимаете, любая руна в рунной системе из 24 рун, создавая свою форму, так или иначе коснется этой маленькой вертикальной палочки, которую зародила
Вторая руна рунной системы — руна Урус. Руна, которая в своем смысле несет зарождение процессов для реализации того, чтобы то, что было задумано первой руной, проявилось в своей сути. Слушая мой рассказ о рунах, вы измените свое отношение к многому, что окружает вас в вашей жизни.